Если ты будешь в Киеве в жаркий летний день, то я предлагаю пройтись в прохладе деревьев по его огромным паркам, раскинувшимся на берегу Днепра. Этому можно посвятить все время одного дня и таким образом совместить приятное с полезным, подышать свежим воздухом и полюбоваться на достопримечательности города, который справедливо причисляют к одной из самых зеленых столиц мира. Рекомендую тебе начать с Новодницкого парка, который находится на набережном шоссе. Он обладает статусом памятника садово-паркового искусства и выходит прямо на берег Днепра. Основными его достопримечательностями являются вот этот храм князя Владимира и памятник основателям Киева. Последний считается визитной карточкой города, и сфотографироваться на фоне его силуэта просто сам Бог велел. А еще по традиции к нему приезжают киевские молодожены, поскольку по примете, если им удастся закинуть в ладью букет цветов, их брак будет крепким и счастливым. Если пройти дальше к мосту Патона, то можно увидеть камень в честь основания ООН, а напротив него на реке скульптуру редкой птицы, той самой, что таки долетела до середины Днепра. Между прочим, в этом парке также находятся лучшие рестораны и клубы города. Вот один из них прямо на воде меж камышей на огромной плавучей платформе. Надеюсь, это красочное утро наполнило тебя силами, поскольку далее предстоит сложное восхождение наверх к монументу Родина-Мать. Сделать это можно через Певчее поле. Но когда я была тут, то моему маршруту преградил дорогу забор, чуть не нарушив все мои планы. Дело в том, что Певчее поле – это платный ландшафтный парк, а касса расположена наверху. Но когда это останавливало нашего человека? Тут же ведет в бок тропинка через дырку в заборе, с помощью которой многие до и после меня преодолевают это препятствие. Дальше ты идешь вверх по ступенькам через красочные цветочные клумбы. Тут проводится много разных мероприятий в течение года. Так лидер украинской рок-группы ВВ Олег Скрипков в конце июня и до праздника Ивана Купала организует здесь международный музыкальный этнофестиваль «Краина мрій», а в конце августа проходит городская выставка живых цветов. Так ты окажешься возле центрального входа в Печерский парк. Медленно идя по аллее Славы, ты видишь скульптуры, танки, военные установки, и все это заставляет проникнуться скорбью и уважением к павшим на поле боя. По дороге есть музей, посвященный афганской войне, но я иду дальше по направлению к музею Второй мировой войны и возвышающемуся над ним монументу Родина-Мать. Держись левее, чтобы пройти сквозь туннель памяти. Тут множество скульптурных барельефов, отражающих ситуации и людские эмоции на разных этапах войны. Очень грустно и больно становится здесь, но одновременно радуешься, что тебе не пришлось пройти подобного. Выходишь из туннеля и попадаешь в композицию форсирования Днепра, символизирующая освобождение берегов реки от фашистов. И тут перед тобой вырастает во весь рост Родина-Мать и трехэтажный музей у ее основания. Как и все музеи, его посещение может занять полдня, поэтому я туда не пошла. Но зато сняла монумент со всех сторон, поскольку это очень красиво. Есть специальные экскурсии с подъемом на небольшую площадку за ее щитом. На них надо отдельно заранее записываться, а в интернете много видео оттуда. Если интересно, посмотри. Я же нашла другое место с панорамным видом на Днепр и делюсь локацией с тобой. Идешь к чаше вечного огня, обойдя которую ты увидишь ступеньки наверх. И вот там, над верхушками деревьев, ты почувствуешь всю мощь этого места. Почему-то именно здесь, преодолевая ветер и легкое волнение, я ощутила настоящий восторг от завораживающей красоты вокруг. Желаю тебе испытать то же самое. На выходе от Вечного огня находится площадка военной техники. Вот на нее можно заглянуть, если тебе интересно. Полчаса у тебя есть, но больше не задерживайся, если хочешь успеть пройти весь маршрут. Обратно по аллее Славы ты выходишь на Лаврскую улицу, которая проходит вдоль святейшего места – Киево-Печерской лавры. Смотри, если есть желание туда зайти, надо учитывать, что обычно ее посещение занимает целый день, и лучше выделить на это отдельное время.
Предлагаемый же мной маршрут лежит дальше, мимо Лавры, в парк Вечной Славы. Мне очень жаль, но показать тебе эту дорогу я не смогу, поскольку сама шла снизу с другой стороны ее стен. Но тебе повторять мой путь не советую. Эта часть парка запущена, не реставрировалась, наверное, со времен СССР. Возможно, в будущем что-то изменится, а пока тут очень неухоженно и страшновато одной. Пройдя по Лаврской улице, ты узнаешь центральный вход в парк по встречающим тебя двум белым ангелам. Это начало мемориала жертвам Голодомора, еще одной страшной страницы истории Украины. В память о жутком голоде 33-34 годов 20 века в окружении 24 жерновов тут стоит худенькая девочка с охапкой колосьев в руках, которые символизируют тысячи жизней, унесенных этой жуткой трагедией. Венчает мемориал огромная свеча памяти с часовней внутри. На ее тихий, грустный, поминальный звон вдруг что-то очень глубоко резонирует внутри, и невозможно пройти равнодушно мимо этого места. Сразу за ней раскинулись огромные пространства неспадающих зеленых террас, и хочется дышать полной грудью, любоваться этой красотой и радоваться жизни, пока она у тебя есть. Слева от свечи памяти находится другой монумент – стела на могиле неизвестного солдата, а к нему примыкает смотровая аллея воинской славы. Еще левее, над аллеей Героев Крут, находится самое романтичное место города – мост Поцелуев. С него открывается захватывающий вид на берега Днепра и метромост, и многие влюбленные парочки делают селфи именно здесь. А тем, кто пришел в одиночестве, как я, советую спуститься чуть ниже, к памятнику военным летчикам. Тут присел полюбоваться на открывающуюся панораму маэстро – Леонид Быков, сыгравший легендарную роль в фильме «В бой идут одни старики», и можно ненадолго составить ему компанию. Дойти сюда от начала маршрута у тебя займет, я думаю, часа 3, но расслабляться еще рано, ведь мы вступаем в одно из самых древних исторических мест Киева – Угорское урочище. Оно получило такое название, поскольку по легенде здесь останавливались угры, то есть венгры, атаковавшие Киев еще в IX веке во время своего перехода на запад. Откупившись, киевский князь спас город, но память об этом событии осталась. Вход в него охраняет памятник и часовня Андрея Первозванного. А тебе сюда, к церкви Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле. По преданию, князь Олег здесь умертвил правителей Киева Аскольда и Дира и занял их место. Говорят, что могила Аскольда находится прямо под этой церковью, но доступа к ней нет. Сам храм очень небольшой и уютный. После распада СССР он принадлежит Украинской греко-католической церкви. Однажды он был практически разрушен оползнями, и его планировали снести, но спас храм сам император Николай I, неожиданно для чиновников приказавший восстановить здание. Вот так, можно сказать, каким-то чудом сотнями лет сохранилось тут святое место, несмотря ни на смену правителей, ни на влияние природы. За его стенами на склоне располагалось большое кладбище. Тут и сейчас остались памятные могилы и захоронения, что делает это тихое, заросшее деревьями место еще более загадочным и мрачным. Отсюда мой путь лежит в Мариинский парк. Google рекомендует двигаться по парковой дороге, но я советую идти дальше по тропинкам Угорского урочища и подняться по лестнице в его конце. Когда попадешь сюда после лесной тишины Аскольдовой могилы, это будет ощущение, как из глуши выбираешься в цивилизацию. Ведь еще в XVIII веке дочь Петра I Елизавета заложила в этом царском саду Мариинский дворец в стиле барокко. Сам Растрелли, архитектор Зимнего дворца в Петербурге, разработал его проект. После строительства он служил резиденцией киевского генерал-губернатора, а сейчас, благодаря соседству со зданием Верховной Рады, президент Украины проводит в нем свои торжественные приемы.
Цветовая гамма дворца, эти голубые стены, белая отделка и лепнина, золото, пышные украшения – все это напоминает другое творение Растрелли – Андреевскую церковь. Правда, похоже? К сожалению, экскурсии во дворец пока не проводят, но прийти сюда стоит хотя бы из-за этой обзорной площадки с потрясающим видом на Днепр. Еще одна достопримечательность Киева – это парковый мост, который соединяет Мариинский парк с парком Хрещатый. С одной стороны, это романтическое место. Тут многие пары вешают замочки и завязывают узелки в знак своей вечной любви, а его дощатый пол испрещен надписями чувственных признаний. Но с другой стороны, этот же мост называют чертовым. Возможно, потому что его также избирают самоубийцы, чтобы разбиться об асфальт Петровской аллеи, проходящей внизу. Перейдя этот мостик, ты встретишь символ любви, принесенный через года. Это памятник итальянцу Луиджи Педутто и украинке Макрине Юрзук, которые вместе прошли концлагерь, а потом были разлучены на десятилетия. Встретились они только на закате своей жизни в 2004 году. И вот я в парке Хрещатый. Здесь много уличных забегаловок и лавочек, можно присесть и перекусить. А для детей тут открыт кукольный театр, а также музей воды. Он устроен в здании первой водонапорной башни, и всего за $2 тебе расскажут о всей истории водоснабжения города. Но для взрослого человека экскурсия скучновата, на мой взгляд. Самой известной частью этого парка является арка Дружбы народов. Она выполнена в стиле советского модернизма. Под ней установлена скульптура двух рабочих, символизирующих объединенную Украину и Россию, и чем-то она напоминает рабочего и крестьянку с ВДНХ в Москве. Со смотровой площадки возле арки открывается еще один замечательный вид на историческую часть Киева и Подол. В зависимости от того, во сколько ты окажешься здесь, ты можешь закончить прогулку и выйти через арку Дружбы народов на улицу Хрещатик, либо продолжить и спуститься вниз на пешеходный мост через Днепр. Но учти, что в запасе у тебя должно быть не меньше 2 часов до темноты, иначе идти на Труханов остров нет смысла. Этот мост почему-то тоже называют парковым и часто путают с тем, что я уже проходила и показывала тебе. Он очень красочный благодаря велосипедной дорожке посередине, и только тут по-настоящему понимаешь, насколько широк Днепр и как же он огромен. Местные жители приходят сюда на рыбалку, а для туристов тут есть другое экстремальное развлечение – роуп-джампинг. Смотреть на это для меня просто жутко. Я вообще не по экстремальному спорту. Но ты, может, рискнешь? Посмотри, как это происходит. За мостом находится Труханов остров. Это любимое место пляжного отдыха киевлян, если нет возможности уехать за город. Тут есть общественный пляж с переодевалками и открытым душем, поэтому после такого долгого путешествия здесь можно наконец расслабиться, снять обувь и дать отдохнуть уставшим за день ножками, ведь они это заслужили. Вообще очень здорово и необычно купаться в пресной реке с рыбками практически в центре города с видом на его историческую часть. Отсюда можно разглядеть Почтовую площадь, Михайловский монастырь, Подол и даже Андреевскую церковь. Если же у тебя еще остались силы или ты придешь сюда в другой день, я рекомендую арендовать велосипед и прокатиться по самому острову. Для этого хватит пары часов, и ты успеешь насладиться пением птиц, полюбоваться соснами и вдохнуть их хвойный запах, ну и прокатиться с ветерком с горки, так что дух захватывает.
Еще тут можно арендовать с друзьями беседку с мангалом и на весь день зависнуть шашлыками. Но учти, что все эти беседки платные, и на каждом столбе висит объявление с контактами, как их заказать. Асфальтовая дорога ведет до Петровского железнодорожного моста, откуда приятно полюбоваться на Оболонь. Дальше в парк Муромца ехать нет смысла, он практически весь заросший, кроме самого памятника Илье Муромцу, а к воде не спустишься, все перегорожено частными владениями, поэтому проедься по кругу и возвращайся обратно к мосту. Ближайшее метро отсюда – Почтовая площадь. Дойти до него можно опять перейдя Днепр по набережной мимо колонны Магдебургского права. Все, тебе в подземку, а я пошла дальше, открывать для тебя новые города. Буду рада, если ты поддержишь мой проект лайком и подпиской. И до новых встреч!